Дональд Трамп со своей администрацией продолжают яростно форсировать мирные переговоры России с Украиной. Мы не будем пересказывать последние новости, потому что они устареют еще до того, как ролик смонтируют. Трамп и его команда успеют еще кучу раз заявить, что мир фактически заключен, осталось, мол, только формальность, собраться да подписать. Это очень хорошо. Мир очень нужен, и такое энергичное его выдумывание, а потом попытка превращения выдумки в реальность аж целым президентом Соединенных Штатов, это очень хорошие новости и, возможно, лучшее, что вообще может сделать президент Соединенных Штатов в этой ситуации. Но мы сегодня поговорим не об этом. Нам сегодня важно понять, может ли Трамп преуспеть в своем яростном и публичном давлении в сторону немедленного мира. И если да, то как и в каком виде? Война-то закончится в итоге вообще? Попытаемся сегодня во всем разобраться. В публичном поле как-то пропал из виду один очевидный, но не такой уж простой для осознания факт. В нынешней ситуации нельзя проиграть. Обычно такие экспрессивные шаги, какие ныне совершает Трамп, влекут закономерные сомнения. Окей, если у него получится, будет очень хорошо. Но ведь если не получится, будет беда? Как вот этот всем известный штамп в американском кино. Он либо сумасшедший, либо гений. Когда герой действует настолько нестандартно, что все либо спасутся, либо помрут. Трамп ведет себя ровно как такой герой. Пытается вручную остановить самую масштабную войну в Европе за 80 лет, недвусмысленно намекая тому, кто ее развязал. Ты либо подчинишься по-хорошему, либо получишь по башке. В кризис, куда все даже с пилочкой для ногтей боялись залезть, Трамп залетает, размахивая бензопилой. И базовое опасение здесь: а как бы он этим своим кавалерийским наскоком бы все не усугубил, не передавил, не создал бы большую проблему, чем пытался решить. Но Трампу досталась ситуация, которую практически невозможно усугубить. В центре Европы уже идет самая масштабная война со времен Второй мировой. Даже по самым скромным оценкам численность только российских потерь в нынешнем конфликте уже превышает число потерь в русско-японской, зимней войне с Финляндией, афганской и обеих чеченских войнах вместе взятых. Чтобы масштаб катастрофы был ясен в полной мере, достаточно осознать факт. За исключением 2 мировых войн, нынешняя война самая кровавая за всю историю России. Отечественная война 1812 года стоила стране по максимальной оценке 200 тысяч погибших. И в нынешней войне эту цифру уже точно превысили. Мир не просто так подзабыл слово «эскалация». Абсолютно до всех дошло, что обе стороны воюют изо всех сил, воюют всем, что у них есть, убивают друг друга так активно, как могут, продвигаются так далеко, как получается. Когда в 2014-2015 году западные страны водили хороводы вокруг Путина, когда писались Минские соглашения, когда все старались на Путина даже не дышать, тогда целеполагание, как стало понятно позже, было ошибочным, но объяснимым. Не допустить превращения локального смертоубийства в полномасштабную войну. Цена провала переговоров была совершенно ясна и абсолютно катастрофична. Худшее, к чему может прийти Трамп в 2025 году, это оставить все как есть, сохранить статус-кво. В худшем случае война просто будет идти как идет. Не будет такого, что одна из сторон достанет из рукава запасную армию, чтобы убивать не несколько сотен, а несколько тысяч людей в день. Нынешняя война уже ведется на пределе. Обе стороны не убивают больше не потому, что не хотят, а потому, что не могут. И такая же точно ситуация с вопросом взаимного движения к миру. Можно было бы подумать, что агрессивная риторика Трампа может помешать тем аккуратным и неловким шагам, которые Россия и Украина делали друг другу навстречу. Что, напихав люлей обеим сторонам, Трамп сорвет мирный процесс. Но опять же, факт заключается в том, что начиная с апреля 2022 года, когда грянула буча и президент Зеленский перестал искать мира, тем более что он и не получал из Кремля никакой реакции, кроме насмешек, с того момента обе стороны находятся на незыблемых позициях. Обе стороны за это время ни в один момент не становились ни ближе, ни дальше от переговоров. Все утечки и инсайды, все фантазии знатных кремлинологов насчет какой-то подготовки к чему-то звучали как чепуха и выглядели чепухой, и по факту ею оказались. Невозможно разрушить переговорный процесс, которого нет. Невозможно еще больше рассорить стороны, которые друг друга ненавидят сверх всякого предела. Да, конечно, мирный процесс так не ведется. Мирный процесс – это профессиональная работа дипломатов. Не того типа дипломатов, которые публично представляют российский МИД и не могут открыть рот так,
чтобы кого-то не обхамить, не назвать дебилами, не объявить Гитлера евреем и не дыхнуть перегаром. Я имею в виду настоящих дипломатов, которые очень долго и в большой тайне собирают компромисс, который никого не устроит, но на который все согласятся. По идее, не то что предварительный громкий анонс, даже утечка по ходу дела может все сорвать хоть за день до подписания. В общем случае это так и есть. Но у нас не может быть никаких сомнений, что за 3 года весь стандартный дипломатический инструментарий для сборки мира был использован. Что публичные переговоры, встречи, предложения, компромиссы, торг – все это не просто было, но не прекращалось ни на секунду. Джо Байден политикой занимается на 20 лет дольше, чем Российская Федерация существует. Он видел самые разные кризисы, а в урегулировании многих участвовал. Он знает, как это работает. И команда Госдепа при нем выдающиеся профессионалы, которые знают, что делают. Они точно применили все методы традиционной дипломатической медицины. Спустя 3 года больному не лучше ни на грамм. Спустя 3 года уже можно сделать вывод. Прежний протокол лечения не работает. Из этого совершенно не следует, что трамповская идея заменить скальпель топором преуспеет. Но едва ли сделает хуже. В самом плохом варианте она просто не сработает, и весь публичный карнавал уйдет в песок, а Трамп займется чем-то другим. Война России с Украиной находится в абсолютно патовом состоянии. У обеих сторон нет достижимых целей, нет финала, до которого можно дойти и победить. Обе стороны намерены убивать друг друга до конца. Украина, потому что это вопрос ее выживания. Невозможно просто перестать стрелять в агрессора, который наступает. Россия, потому что Путин пересобрал свой режим, который теперь держится на войне и в состоянии войны стабилен. Без внешнего давления это никак не прекратится. Внешнее давление точно хуже не сделает. А значит, Трамп, оператор внешнего давления, может ни в чем себя не ограничивать. Не факт, что угрозы, шантаж, публичное принуждение, сенсационные анонсы капслоком, не факт, что все это сработает. Но факт, что все остальное не сработало. Факт, что надежды ни на что другое точно нет, а на это пока есть. Дальше поговорим о тех темах и рассуждениях вокруг Трампа, которым не стоит увлекаться и доверять, и обманываться. Но сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России. Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар. Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньше, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом CATS будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Продолжим. Мы не будем тут упражняться в том, чем сейчас увлекается половина политической публицистики. Мы не будем рассуждать в духе «Трамп сдаст Украину Путину», «Трамп предаст Европу» или наоборот «Трамп Путину нос утрет и заставит отползти». Разговоры эти, во-первых, ни на чем не основаны. Лучше гадать на кофейной гуще, чем на твитах Трампа, а кроме них мало что есть. Во-вторых, если мы что-то про Трампа знаем, так это его глобальное отношение к ситуации. Ему одинаково без разницы, что на Россию, что на Украину, что на Европу. Дональда Трампа интересует один человек на свете – Дональд Трамп. У него есть амбиция преуспеть. Он хочет быть миротворцем. Возможно, хочет Нобелевскую премию мира. И точно хочет победить. Как будет выглядеть эта победа, его, по всей видимости, интересует очень мало или не интересует вообще. Мол, при Байдене война началась, при Байдене 3 года шла, Байден ничего не смог, а при мне закончилось, я все смог. Я решил, я сказал и сделал. Вот финальный результат. Получите. Целевая аудитория Дональда Трампа, в глазах которой он должен выглядеть победителем,
настолько же подробно представляет себе детали этой войны, насколько мы с вами разбираемся в конфликте Руанды с Демократической Республикой Конго. Им что Суджа, что Покровск. Все находится за пределами обитаемого мира. Задача Трампа – принудить стороны к переговорам. На чем они там договорятся, как именно прекратится стрельба, детали для него несущественные. Люди стреляли друг в друга, он их своей медвежьей хваткой усадил за стол переговоров, и стрелять они перестали. Мировому кризису конец, и только благодаря Трампу. Никто не будет ничего считать, никто не спросит, в чью пользу отошел какой хутор. Не только у пропаганды, у многих людей наших взглядов есть мнение, что Путин – центр масс вселенной, что все вокруг него вращается. Что Дональд Трамп может быть агентом Путина или агентом против Путина. Дорогие друзья, Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов Америки. Он сам себе центр мироздания. Путин может быть ему по-человечески симпатичен или, наоборот, по-человечески несимпатичен. Но ни сам Трамп, ни его действия через Путина не определяются. Он реализует свои амбиции и ни в чем себе не отказывает. Надо будет Путину комплименты делать, напишет их большим капслоком. Надо будет войной грозить, легко перейдет и к этому. Сейчас он и то, и другое успешно делает одновременно. Наше искажение понятно. Мы четверть века живем в России с Путиным и вынуждены себя через него определять. Можно работать на Путина, можно бороться против Путина. Все политическое бытие у нас сведено к Путину. Но Трамп-то не у нас. Трамп снаружи. Для Трампа Путин – инструмент достижения цели, не более. Хорошего, крепкого, устойчивого мира даже при самом лучшем раскладе из войны в нынешнем ее состоянии не сделает ни Дональд Трамп, ни Господь Бог. В самом вероятном варианте мы получим заморозку войны на нынешних рубежах. Стороны прекратят друг в друга стрелять, но будут пару раз в месяц обвинять противника в провокациях и срыве мирных договоренностей. Мы в любом случае получим мир, который для больших групп людей будет выглядеть поражением. Для некоторых украинцев это будет выглядеть так, что Трамп сдал Украину Путину. Для некоторых россиян, как договорняк на крови наших пацанов. Трамп не может и не собирается выигрывать войну ни для одной из сторон. Он не может никого сдать и никого предать. Максимум, что он может, если вдруг ему очень повезет, остановить массовое производство трупов в центре Европы. Если получится, то это станет великим достижением. Достижением, которое для всех, кто вовлечен в эту войну и активно за ней следит, будет выглядеть максимально паршиво. Все разойдутся в больших убытках и с большим унижением, но не потому, что Трамп плохой и встал на чью-то сторону, а потому что современные войны так выглядят и только так и заканчиваются. Кроме убытков и унижений, кроме потерь и поражения, на них ничего не найти ни одной из сторон. Пока, к сожалению, никаких внятных движений хотя бы в эту сторону нет. Пока Трамп и его администрация единственные спикеры перемирия. Пока стороны аккуратно отмалчиваются и стараются комментировать заявления Трампа так, чтобы не сказать ничего конкретного. И это, как ни странно, повод для оптимизма. Пусть слова Трампа и опережают реальность на пару корпусов, но никто с ними явно и публично не спорит. Никто не говорит: «Дед, пей таблетки, какие еще переговоры? Через какую неделю? В каком Эр-Рияде? Ты с ума там спрыгнул? Ничего такого даже не обсуждали». Нет, все комментируют очень аккуратно. Может, и в Эр-Рияде, может, и поговорим, может, и о мире, а может, чего и подпишем. Обе стороны явно понимают, Трамп не тот человек, с кем следует шутить, а тем более выставлять его идиотом. Обе стороны явно побаиваются его непредсказуемой реакции. И вот это очень неплохое начало. Когда обе стороны войны явно опасаются того, кто эту войну намерен прекратить, это очень неплохо. Это не первый шаг к миру, но, по крайней мере, это условие для надежды на мир. И мы на него очень все надеемся, на этот мир. До завтра.